на этом канале. И я хочу посмотреть, как прошли ваши ритуалы с отжигом негатива. Определяйтесь с вашими вариантами. По карте, которая выпала, первая, там семерка пентаклей. Ну, что здесь сказать? Все сидят, ожидают, как сработало, да? Как прошло? Сейчас посмотрим, как оно у вас прошло. Итак, посмотрим. А что по первым трем картам? Даже не знаю, может, саму суть ритуала. Короче говоря, если надо будет, то суть покажут. Итак, как прошли ритуалы? Что у нас здесь? Ну, планы долгоиграющие, да, так сказать. Ага, победы хотим надолго. Свое взять, забрать, либо у кого-то что-то украсть. Сейчас будем узнавать. Опять же таки, варианты будут для 3D и 5D. Какие где, сейчас я еще не в курсе. Буду определяться по ходу. После того, как сделаю выкладку всех карт. Да, наверное, первые три карты нам покажут, что за ритуал. Из этой колоды три карты нам покажут, как он у вас прошел. Силы, власти все хотят подарков от родовой системы, да. Кто-то хочет уже избавиться от деструктивных личностей и их влияния, но деструктивщики, видимо, хотят захапать то, что им не принадлежит. Из оракула теней буду одну карту брать. Кто-то из вас боится стать более уверенным в себе, что-то начать. Но на кого-то здесь прям специально из вас насылают эти страхи. И, видимо, снова, как говорится, внезапно. Второй веретника тоже будет с нами. Посмотрим, что по вашим недоброжелателям. Как они там? Чего отхлебывают-то? И еще момент такой, ребятки, которые мои недоброжелатели, я вам скажу так, я не просматриваю свои ритуалы. Свои ритуалы я просматриваю отдельно от всех. Да, здесь у кого-то помешался рассудок. На кого-то из вас мороки подействовали. Те, которые наводили на вас, да, но у 3D-шников здесь помутнение из-за их определенного выбора. Итак, 4 варианта. Огонь, воздух, вода, земля. Определяйтесь, а я буду определяться вместе с вами, где будет 5D, а где 3D.
Итак, первых два варианта 5D, вторых два варианта это 3D. Сегодня капитан Очевидность. Вот так вот будут ловцы снов располагаться. Будем начинать. Так, надеюсь, я вам там видно эти карты. Да, более-менее все видно. Давайте, стихия огня, 5D. Понеслось, как говорится, да? Что у вас здесь? Ой, ну я хочу сказать здесь, знаете что? Во-первых, новая искра, новые планы у вас. И связано либо с каким-то делом, либо с недвижимостью, либо мне вот знаете, как идет. Ну, у вас алтарь в вашем доме. Это однозначно. И вы практикуете. Вы какую-то стабильность хотели для себя привнести. У вас планы на эту стабильность уже давно были. Здесь вот прям очень хорошо у вас. Короче говоря, вы поставили перед собой цель, причем очень давно ее ставили. Вы планировали. Воспользовались шансом, и хочу сказать, уже видно, что все прошло замечательно. Да, здесь предки, духи вашего рода с вами поделились информацией. Здесь вы как будто, вот знаете еще в чем момент, вы начали дарить себе то, что вам хочется. И опять же таки вопрос дома, вот понимаете, вот в доме прям как будто в собственном доме, он ваша крепость, он же ваш алтарь, у вас как-то все гармонично распределено в нем. Как прошел ритуал? Надолго прошел. Пришли из рода хорошие души, которые вам, давайте скажу так, услужили, а вы им услужили. Они быстро среагировали, очень много полезностей вам принесли. Душа ответственная и порядочная. Так. Сопротивляетесь прошлому, да, еще есть какие-то незакрытые гештальты, однозначно с прошлым. Поменьше вспоминайте о прошлом, о том, что было в вашей жизни стабильно, потом рухнуло. Все, это не имеет значения с 2020 года. Вам давалось и нам давалось, вообще всем. 2020 год был предупреждающим. 21 будет для кого-то контрольным. Поэтому тут уже не имеет значения, что было в вашем прошлом. Думайте о будущем. Вы положили азы этому. Да, конечно, сопротивляйтесь полностью всему тому, что из прошлого, из вашего. Все, что вас предало, подставило, оставило. Вот это вот все выметайте. В первую очередь из своей головы. И еще такой момент. Эти же люди из прошлого хотят, чтобы вы не действовали и не шли вперед, не развивались. Учтите это. Да, здесь вам предки, духи вашего рода прям напутствие дали. Высший суд и защита. Защиту поставили, если кто ставил. Замечательно. Для стихии огня здесь все очень хорошо. В принципе, здесь добавить даже ничего и не хочется, потому что все прекрасно. Для определенного уровня здесь все очень хорошо. Итак, стихия воздуха. Давайте посмотрим, что у вас здесь. Здесь на плодородие.
Здесь вы уничтожили уже свой страх и уничтожили тех людей. По крайней мере, вы их выперли из своего пространства, которые вам лгали. Здесь воссоединение с природой. Перемены хорошие. Так, должны бы, по идее, быть. Сейчас скажу. Как прошел ваш ритуал? Здесь какая-то женщина не давала вам встретить подобных вам людей, достойных друзей, достойного партнера. У кого есть семья, лезли в семью, наводили страхи. Программы делались такие нехилые. Если у вас есть пара, на то, чтобы вы расстались. И не только на вас, и на вашу семью. Здесь люди, которые изучают эзотерику. Давайте скажу так. Можете изучать еще что-либо. Даже не в этом суть. Суть в том, что эти знания вас приведут на новый уровень. Здесь вас достали, я вам хочу сказать. Вот достали, и вы вдвинули. И вдвинули хорошо. Здесь кто-то покушался на ваши вот отношения с достойными людьми. Хотели вас рассорить. Человек, здесь императрица падает. Мать, бабушка... Тот же практик. Смотрите, у кого кто. По императрице может проходить. Не нравятся ваши знания. То, как вы общаетесь с людьми. То, как вы дружите. Как вы в семье друг с другом. Да, как вы, возможно, детей воспитываете. Зависть. И вас достали. Вот такое впечатление, что вот этот человек в априори не хочет, чтобы у вас были какие бы то ни было отношения с кем-то. Понимаете? Не хочет, чтобы у вас были отношения в согласии, в радости, в дружбе. Понимаете? Вот в таком ключе. Между двумя людьми. То есть вы партнер, муж, жена, вы и ваш ребенок, вы и ваш друг, вы и ваш, допустим, хороший коллега по работе, да, с которым, допустим, у вас в тандеме классно проекты получается сделать. Вот такого плана. Здесь бабца. Есть еще вариант того, что бабца делала на то, чтобы вы с кем-то разошлись, для того, чтобы с другим человеком вас свести, кому-то ходили, заказывали. И такое может проходить здесь. Давайте-ка по стихии воздуха хочу посмотреть, что это здесь за бабца. Ну, смотрите. И причем быстро делалось. Да, ёпта. Смотрите, здесь эта бабища хочет ваших знаний, хочет ваших умений, то, что вам родом дано, то, что вам высшими силами дано. Второй вариант здесь вот явно мужик ездил, обращался к бабе, которая должна была по его задумке развалить вашу жизнь, как я уже описала.
И давайте сейчас посмотрим, а что бы он хотел приобрести от вас таким образом. Чтоб вам плохо было, чтоб вы закрыты были от своего партнера, от императора. Это может быть ваш муж, это достойный партнер, это может быть ваше дело. Да, разбивали вам сердце, слушайте, хотели, чтобы этот мужчина, либо ваше детище вам деньги не приносило, да, чтобы вот зажимались эмоции в вашу сторону. Здесь заказывали. И здесь сразу показано, что человек ушел, на него крадники. Да, эта баба на него еще и крадники подцепила, подарки от него хорошие получала. Теперь человек сам в оборонительной позиции находится. Ну, это так, кратко. Да-да-да, ребятки, все-таки вот такой момент вы снимали. Да, здесь подселение было. Этот мужик хочет, чтобы вы его простили. Простили за то, что он в свое время отраву вам в жизнь принес. То есть отравил. И здесь еще падает у нас что? По колеснице. Может, приезжал, уезжал. Хочет, чтобы вы двигались к нему. Но здесь работа шла через подселенцев. Так что вы, скорее всего, что это все и снимали. Хорошо прошло, но не скажу, что здесь, ну, работа окончена. В принципе, как и по первому варианту. Но, во всяком случае, данную информацию вы уже имеете в виду. Итак, третий вариант. Стихия воды. 3D пошли у нас. 3D. Что у нас? Здравствуйте, здравствуйте. Здесь люди, значит так, общаются с другими, знаете как? Во-первых, они не умеют выслушивать чужое мнение. Здесь нарциссы, здесь люди, которые любят прибухнуть. Здесь понимаете, как из области мы дружим? Ага. Вот я тебе что-то сделал, ты мне должен. Все. Здесь нет понимания взаимности. Понимаете? Доказать свое, вот есть мое мнение неправильное. Вот что здесь за люди. Итак, карта дьявола, шута и рыцаря мечей. Ну, о чем здесь может быть еще речь? Чистились от дьявола, либо же, как дебилы, пошли обращаться к этим силам, к 15-му аркану. Здесь человек пожертвовал собой ради пустой цели. И этот человек очень не любит конфликтных ситуаций, избегает их. Это тот, кто выбрал этот вариант. Я сейчас вам характеристику даю. Угу. И здесь или какой-то мужчина хотел почиститься, как он считает, от влияния ведьмы на него, потому что вот отношения оказались далеко неприятными, неудачными, общая неприязнь есть, скука, отвращение в отношениях, слишком насытился, новых знакомств хочется. Хочется достойных людей, хотя не факт, что соответствует здесь человек таким людям, но их к себе хочет в пространство, в дружбу, в партнеры, для семейных
ценностей, сердечного покоя хочу, но через дьявола. Тут тоже такой момент, ребята. Ладно, допустим, вы чистились от дьявола. У меня к вам вопрос по рыцарю мечей. Вы к кому обратились? А против тех ли вы воюете вообще? Здесь мне такое впечатление идет: мужчина, который в свое время сделал определенные неправильные, неверные выводы в своей жизни, если вообще знал, как жить. Вляпался в отношения с какой-то клушей по нижним чакрам. И теперь хочет от этого уйти, потому что здесь женщина явно на него магичит. Не хочется ему этот путь, который он выбрал, хотя путь выбран им же, то есть вами, то есть тем человеком, который выбрал этот вариант. Вы сами выбрали этот путь, теперь вот то хочу, то не хочу, так как каким силам мы идем, ну, дело ваше тоже. Учитывайте, что не все так просто. Тут еще по этому варианту я бы, знаете, как позадавала дополнительные вопросы. А против того ли вы воюете, это во-первых. Нападаете ли вы на кого-то, это во-вторых, одновременно. И в-третьих, а немного ли вы хотите, ничего не давая взамен. Или же вы все-таки даете. Или вы считаете, что вы даете, а по факту у вас есть где-то незаконченные дела и проценты капают. Из-за этого у вас вот это вся канители происходит. К вам и притягиваются вот такие женщины. Вариант для мужчин. Девочки, если по вам, здесь вы от ведьмы чистились. Но вы либо дружили, либо общались. Так, хочется мне уточнить. Хочу я уточнить, что же это за ведьма. Понимаете, здесь как еще может быть? Вы можете воевать против человека, который вам ни черта не сделал, а вы на него насылаете говно, но параллельно с этим в вашем пространстве есть другой человек, который гадит вам и настраивает против этого. Тут очень много вариантов. Вот оно как. Вас отвергли, что ли, да? Вам как будто вот вы подарков от этой женщины хотели, а не получили. Тут опять же таки два варианта, я же говорю, то, что я и озвучила. Здесь может... Вы против правильного человека воюете, либо против неправильного. Тут тоже. Ну, короче так. Одна женщина в пространстве, которая вам делает козни через дьявола, вы чистку делаете. Вот у меня вопрос только в одном. От того ли вы человека чиститесь, и все. Одна, значит, женщина здесь реально ждет от вас подарков. Хочет с вами дружить, но дело в том, что за глаза, за вашей спиной вас поносят, на вас клевещут, на вас порицают, вас просто обслюнявили вашу жизнь вдоль и впоперек. И вас этот человек вводит в кризис. А второй человек, видимо, тот, кому вы должны, и против кого вы там наерошились, как ежик в тумане, от этого человека за то, что вы прыгнули на истинную ведьму, наказание, смерть и иерофант. Добро пожаловать в реальность. Давайте разгребайте, где у вас там действительно глаза подзакрыты, в дно полное. А на что вам их уже пора приподоткрыть, ребята? Вот так вот. Стихия воды. Стихия воды и карта излияния. Побухивать можете тоже, да? Либо слишком в эмоции долбанулись.
Ну, бывает, господа, бывает, все мы ошибаемся, как бы, да. Поэтому снимайте шоры, пожалуйста, и будете воевать против нормальных людей только потому, что у вас не хватает разума раскрыть границы своего сознания, вы будете подлетать, как вшивые собаки в этом пространстве в нынешнее время. И это тоже факт. Итак, стихия Земли. Власти хочу. А вам нужно понимать, что вы не имеете права ничего делать против сущности и сути другого человека. Вы вообще сами еще не определились, кем вам быть. Но побед вы хотите. Ну и такое бывает. Поглядите, к чему придете. Итак, что у вас здесь? Здесь или любятина, ребята. Сейчас. Ой, да, ну здесь любятина понесла. Здесь уже любятина. Есть два варианта: мужчина, женщина. Для мужчины мужчина хочет успеха, хочет завоеваний, при этом больше склоняется к тому, чтобы покутить с друзьями, прибухнуть, покататься, ни к чему не обязывающие отношения и тому подобное. И при этом остается недовольным своей жизнью и недовольным тем, что ему предлагают в определенные зазоры просветления, высшие силы через других людей. Успехов, победы хочу, ясности хочу. Хочу, чтобы мечты сбывались, чтобы люди меня признали. Хочу, чтобы все препятствия ушли. Чтобы вот дела сами делались, люди сами хотели со мной сотрудничать. И обращаемся мы, значит, к кому-то. По этой карте я могу еще сказать так: из области вычитал в интернете и давай могуить. Может и такое идти здесь. Здесь человек как будто обратился к кому-то и говорит: так, я плачу, ты решаешь мои проблемы. И для женщин. Для женщин здесь идет, что вы хотите, вы к кому-то обратились, вот, и такого мужика, ну, к себе как бы в пространство привлечь. Вопрос, к чему вам это дно, задавайте уже стоя напротив зеркала. Здесь человек как бы хочуха, но не могуха. Ага. Ну, здесь, во-первых, либо женщина вот такому мужику могла заказать работу, дабы отомстить. Здесь через погост работа шла. Но здесь надменность, ребятки, присутствует. У мужика, понятное дело, здесь работа через погост, как у мужчины, так и у женщины. И каждый из вас хочет расплаты. А мужчина хочет по-своему, женщина по своим там замудренным закромам мозга, да, давайте так скажу. Здесь надменность. Не умеете ценить то, что дано, разгульный образ жизни, как бы при этом хотим всего и не отдавая ничего. Как прошел ритуал?
Здесь, если что вы и делали, из-за вашей надменности, я сейчас хочу посмотреть, чем для вас это все оборачивается по итогу. В зависимости от лжецов будете попадать, причем это по решению вашей родовой системы, за вашу надменность. Вы вообще понимаете, что вы выбираете в своей жизни и куда идете. Здесь желание, знаете, вот непроработанный человек, неважно, мужчина или женщина, решил вершить справедливость, при этом не проработав себя, но возомнив себя выше других. Ох, чувствую, здесь прям понасобираю я недовольных. Ну ничего, ничего, вы приходите, приходите. Вы для меня теперь как батарейка. Проклятие у вас из-за лжецов будет. Вас будут окружать люди, все в вашем пространстве будут иметь скрытый умысел против вас. Вам будут об этом, ну, на это указывать, будут. Но, понимаете, здесь род вам показывает эту ситуацию, но это не отменяет того, что вы будете проходить отработку. Здесь все замыслы лжецов в вашем пространстве будут осуществляться. Болеть можете. Все ваши защиты в ноля снесены и сноситься будут. У вас просто не получится выставить себе. У вас нет защит. Все, ребят. Поэтому смотрите, далеко ли вы не нырнули в эту кроличью нору. И мне вот здесь, по вот этому варианту, я хочу сказать, что люди решили спуститься прям в недра земли. То есть вас все ниже и ниже в 3D уносит. У вас даже намека на всплытие нет. Я понимаю, ребят, что вы можете пускать пену у рта. Мне абсолютно насрано на это. Те, кто выбирал на какие-то варианты для 3D-шников своих недоброжелателей, я знаю однозначно, что они, эти варианты, ну, у вас срезонируют. Ибо я знаю, что есть люди, которые, ну, вот на 3D выбирают своих недругов и просто наблюдают, как у них все проходит, как у них складываются их ритуалы, да, у этих людей. Что самое интересное, я никого не загадывала ни на один вариант, даже из своих недоброжелателей. Опять же, повторюсь, свои ритуалы я не просматриваю. Можете, ребятки, даже и не мечтать с открытием порталов, портальчиков, на то, чтобы это как-то применить ко мне. Хотя, конечно, попыток вы не оставляете. Есть же ж такие, да? Больно на голову людишки. Знаю, что есть, сидите. Такие, как вы, всегда сидите в засаде. И только можете что наблюдать и из-под тишка бить. Это ваша участь. Всегда вот там оставаться за спинами таких, как я. Так что, ребятки, кто долго ждал моих раскладов, я снова с вами. Да, здесь определенные люди возомнили себя идолами некими. У них будет крах иллюзий. У многих сейчас посыпется все то, во что вы якобы верили и считали крамолой прописной. Я вам хочу сказать больше. Сыпется даже у таких, как я. Потому что если еще до затмения лично во мне оставались какие-то, знаете, нотки сентиментальности и доброты по отношению к своим недоброжелателям, то после их напрочь не стало. И вы знаете, это плюс. Замечательный плюс. Такой огромный.
когда ты готов, не задумываясь, снести голову с плеч любому, кто только попробует просмотреть тебя через третьих лиц на нычечку, подцепиться каналами, чтобы что-то покачать, сделать переклад всякого дерьма. Я больше не рассматриваю вторую сторону. Если у вас такой выбор по отношению к таким, как я, то такие, как мы, будут делать определенно новый виток в своей жизни, в своих трансформациях и будут становиться только сильнее. И гуманности тогда уж от нас вы не дождетесь, хотя вы в это не верите. Вы же думаете, что доброта – это порок. Но, в общем, у каждого из нас и из вас свои уроки за это время были. Жизнь продолжается, карусель раскручивается. Всем добра этого мира.